Все мы помним батю, пришедшего с работы, разогревающий тарелку пельменей, после устраивающий спарринг с мамой. Ой, блять, это не то. После запускающий Готику 1 на своем старом пожухлом компе, где пыль уже часть дизайна. А иконка Готики стояла наряду с Диабло и Скайримом. Три всадника классики начала 2000-х годов. Да, Готика 1 старше многих из нас, ТикТока, трендов и скуфов, как принято у нас сейчас называть пивных пузожителей. А в прошлом бывших героев, спасших мир от ужасного демона. Но до этого мы еще дойдем. А пока что, всем опездалом здорово. Или как сейчас модно говорить, чатик Ку. Это точно, блядь, сейчас модно. Сегодня на обзоре 20-летнего зумера. Да, мне не 50 и даже не 60. Хотя мои складки говорят об обратном. Ебать я шарпей ебаный. Сегодня у нас на обзоре Готика 1. Одна из основателей жанра РПГ в игровой индустрии. Игра, подарившая вкус целым поколениям. Или просто ностальгия детства. Подписывайтесь на мою телегу и Twitch. Все ссылочки на меня в описании. Ну а мы начинаем. В далеком 2009 году, будучи годовасиком, помимо ковыряния в носу и поедания тухлого арбуза, после которого я ревел на толчке, ой, блядь, тяжелое детство, я обожал игры. В этом году мне купили Соньку вторую, а вместе с ней я любил смотреть, как мой батя играл в Skyrim, Diablo и, конечно же, Готику 1. Тогда я был максимально поражен самой игрой. Но типа прикиньте, здесь можно дать в рыло любому бомжу, а еще бегать от орков или есть похлебку из жуков. Это был детский восторг, не иначе. А когда отец давал мне подвигать мышку, вы чё, блять, я там был готов уже насрать штаны от радости. Тогда я представлял Готику просто невероятным миром, с кучей интересных вещей, механик и фишек. Но тогда для меня было все в новинку. Я радовался любой возможности поиграть. А что же сейчас я думаю о Готике, пройдя ее спустя 24 года после релиза? Скуфы, не плачьте. Я знаю, это было давно. Как и история разработки, начало которой приходится аж на 96-й год. Тогда проект был на стадии разработки движка для игры. Что позднее Piranha, студия, занимающаяся Готикой, переписывали движок раз за разом, и все ради того, чтобы движок смог работать с открытым миром и поддерживал кучу локаций без склеек. Да, тогда не было модного Unreal Engine с ассетами и делали все тогда ручками. Даже несмотря на то, что спустя 24 года после релиза игра оставалась с кучей проблем и багов. Это, кстати, и погубило Piranha, выпустившие провальный Эликс, последний гвоздь в крышку гроба. Как раз таки это меня останавливало от более интимного знакомства с этой игрой до 25 года. Я, как обычно, листал свою библиотеку Стима в поисках чего-либо позалипать и случайно наткнулся на коллекцию Готики, что покрылась вековой пылью. А ведь когда-то я обещал перепройти ее и вспомнить детство. И, видимо, это время пришло. Я радостно запускаю игру и сразу же сталкиваюсь с первыми проблемами. Для ньюфагов я поясняю, это часть местной фауны. Баги и вылеты, они здесь уже как родные. Вдобавок, новые системы ее очень плохо переваривают. Я бы даже сказал, блюют. Я просто руки целовал авторам форумов и руководств Стима, без них как без пива. Там меня ждали куча модов, начиная от нормального разрешения экрана, заканчивая подключением контроллера. Время для гениального байта. Свою сборку для мега балдежной игры без каких-либо проблем я оставлю в своей тележке. Это ссылка на сборку модов из мастерской Стима. Достаточно будет нажать одну кнопку, и вы сможете без каких-либо проблем наслаждаться игрой. А мы продолжаем. Да, вы не ослышались, подключению контроллера. Казалось бы, сейчас все просто. Подключил тресню салика и играй себе. Но в те времена игры были не для казуалов. Выполняя обычный кувырок, ты должен был зажать две клавиши одновременно, а для прыжка ты вообще был обязан всем пузом давить на клаву и только попробуй промахнуться. Конечно, я утрирую весь пиздец с управлением, но факт есть факт. Для кого и зачем было придумано изначальное управление в Готике, неизвестно, даже гением ответов Mail.ru. И всего этого я начитался, пока искал решение на вылезающие проблемы и уже думал. Ну нахер. Но пересилив себя и сжав очко, я накачал кучу модов, и так началось мое приключение. Сюжет стартует с того, что мы в роли безымянного Гослинга приговариваемся к ссылке в шахты. Ну, хотя бы не казнь через грушу. Но этот цирк прерывает послание короля, у которого есть письмо, что нужно доставить верховным магам. Поэтому вместо работы каменщиком без зарплаты и хлеба, я лучше буду почтальоном Печкиным.
На вот эту хуйню забирай. Лутаем письмо и спускаемся на самое дно, окруженное этой синей херней. Кстати, что это? А это барьер для защиты шахт полных зэков, что могут в любой момент выбраться и будет мало приятного. Голову под потом, блядь. Но в один прекрасный момент над барьером, что возвели маги, утратили контроль, и теперь из него нельзя выйти. Несколько мужиков уже пытались, и пожалуйста, вот они помогают мне в битве. Кстати, отличные ребята. Если с барьером все понятно, то что это за шахты? А в этих шахтах добывают особую магическую руду, что нужна для ковки меча, с помощью которого король Робер хочет победить в войне с орками раз и навсегда. Блять, король Робер, это же мечта для любого картавого. Ну и конечно же в такой обстановке быстро создался хаос, что привело к созданию внутри барьера 3 лагерей. Старый, новый и болотный, 3 веселых гуся. Ну и само собой в них можно вступить, выполнив предварительно тонну, блять, заданий. Да, настолько их много, как и мудаков по всему свету готики. Одни из таких гостеприимно встретили Гослинга, дав ему сразу в морду. Это повезло, что еще не в туз. Пожевав земельку и прилежав без малого до хера, героя поднимает Диего, ровно такой мужичок из старого лагеря. Он может и нахуй послать, и тролля в соло завалить. В общем, уважаемый человек, он даже помогает всем новичкам. Ну ебать, это уже святой человек. Так Гослинг узнает про это место, что тут происходит, и чутка про главного Гомеза. А отставить шутки про гомосека. В общем, к нему герой должен попасть. И после чего вас выкинут в свободный мир, где бегай куда хочешь, сри где хочешь, в общем веселись. Путь лежал сразу к старому лагерю, по пути к которому я не мог себе не отказать разбить кабину пару ждунам. В старом лагере нас знакомят с Торусом, стражем замка Гомеза. Мои нейроны остатков мозгов дают четкое понятие, что путь мой ведет именно туда. Туда нам надо. Но Торс считает иначе. Дело в том, что я пока нахожусь на уровне говна на земле, и для того, чтобы из этого говна вышло золото, нужно, чтобы за меня замолвили словечко «уважаемые люди», или просто дать на лапу Торусу. Хотя с таким ценником я бы лучше дал в рот этому жадному гондону. В общем, так у меня начался процесс вербовки в старый лагерь. Буду рад почитать комментарии, какой у вас был первый лагерь в готике. Процесс вербовки в старый лагерь долгий, но не скучный. Он представляет из себя ряд заданий от разных людей, что могут выписать тебе плюс рэп. Задания эти крайне разнообразные, и некоторые даже имеют цепочку последствий. К примеру, для получения плюс рэп от Торуса, мне нужно было выгнать из лагеря вора под именем Мордрак. Ну и казалось бы, взял бы его за шкирку и послал бы его нахуй. Но нихуя подобного. Чувачок ходил под крылом магов воды, и это считается типа прям... как круто. Пытаясь языком объяснить, что ему лучше свалить, иначе спустя 10 часов игры придет перекачанный я и попытается объяснить ему уже кулаками, что воровать это плохо. Ну и само собой я был послан нахуй, а потом еще и ограблен. Короче, как вы поняли, выбор он свой сделал. Бежим к Торусу отчитываться, что тело Мордрага можно найти как добавку в супе из жуков. Торус доволен, а вот местный торгаш Фиск наоборот. Мордраг был его скупщиком, и теперь, чтобы получить плюс рэп от Фиска, я должен найти нового скупщика. И так построена вся игра. Люди часто что-то хотят от тебя, или имеют очень красочную историю, грамотно вплетенную в основной сюжет, а их побочные задания лишь раскрывают их, давая им личность, характер и показывая себя в разных ситуациях. Даже обычные работяги здесь могут оказаться глубокими, со своей историей. Это мне крайне сильно понравилось, даже несмотря на сумасшедшее количество дополнительных задач помимо основного сюжета. Еще одним приколом было задание от Диего, что просит нас метнуться кабанчиком к старой шахте Кену за списком покупочек. И здесь произошел мой первый раз. Как мне, блять, волк откусил жопу. А вы, блять, о чем подумали? Да и в целом на этом задании я уже понял, через что мне придется проходить раз за разом. Пока ты выполняешь задание, бегаешь туда-сюда, ты ненароком проникаешься в этот удивительный мир, где буквально все, что двигается, готово дать тебе пизды. К сожалению, тебе придется побыть терпилой, потому что это нужно для повышения уровня. И убегая, ты успеваешь замечать кучу данжей, зданий, что так и ждут тебя, дабы ты пришел и полутал их. А данжи здесь как в рандомной пещере гоблинов. Блять, я до сих пор вспоминаю, как мне гоблины делали пенитер. Но помимо зданий, данжей, ты натыкаешься на другие лагеря. В новых лагерях, помимо дополнительных задач, тебе дают возможность поторговаться. К примеру, в болотном лагере всегда можно купить свежий косячок. Я считаю, это лучшие инвестиции. А теперь давайте чуть-чуть поподробнее о лагерях. Новый лагерь — это группа людей, отделившихся от старого по причине несмирения с тем, что барьер невозможно разрушить. И болотный лагерь, который забил на все мировые проблемы и просто курит косячок.
Ой, блядь, это просто моя мечта. А также восхваляет спящего. Это божество, которое возводит до небес и считает единственным спасением в этом мире. Ну и само собой, эти три лагеря не ладят между друг другом. В старом лагере открыто говорят, что в болотном лагере лишь какие-то нарики, но в целом где они не правы. А новому лагерю похую на этих двух. Они собирают рис, партия гордится ими. Молодцы! Кстати, помимо нариков, в болотном лагере Гослинг повстречает хорошего мужичка Лестера, что направит нас к Юбериону. Это лидер лагеря. Ему нужно будет помочь с поиском юниторов. Это камни с огромной силой. Они нужны для возрождения спящего. Найти их не составило проблем, как и отбиться от Шиза из болот. Юнитор мы передаем Коргалому, еще одному ключевому герою в истории. Это ученый и прямо на голову пизданутый тип, поэтому его не любит никто. Но кто бы любил человека, что отправляет тебя в логово к ползунам? Это твари из шахт, что способны перебить в соло группу людей. Но видимо Коргалом этого не знает. Ну или просто забил хуй. В общем, ему нужно яйцо ползуна, а само яйцо можно добыть только из королевы ползунов. Для Гослинга нет ничего невозможного. Берем Дезик и зажигалку и сжигаем нахер эту мразь. Помимо люляки баб и яйца, мы получили еще один плюс рэп за зачистку шахты, и в награду дают нам самое ценное, что есть в этом мире — ящик пива. Мое уважение к Яну возрастает, как и пивное пузо. Но вот Коргалом вместо пива или хотя бы шнапса говорит спасибо, мужик, и требует достать из логова гоблинов потерянный альманах. Мое желание послать деда было велико, а после пенетрации сотни мелких упырей оно росло с каждой секунды все больше. Блять, вот я искренне считаю, что гоблины здесь самые сильные противники. Альманах у нас. Бежим обратно в болотный лагерь на концерт «Руки вверх». Музыка, шум и резкая вспышка показывают нам видение Юбериона, где он увидел орков, после чего Юберион слег с температуры 36,5 и, к сожалению, не смог выбраться. Пресс за мужика. Коргалом говорит, что в видении он смог узнать место, где сидели орки. Это было кладбище орков. Туда отправили отряд болотных, и отгадайте кого еще. Прибыв на место от отряда, остался один голодранец, с которым мы зачистили весь данж и нашли там нихуя. Голодранец сошел с ума из-за ярости, и поэтому пришлось выписать ему вечных успокоительных. В это время на болотах Юберион незадолго до своей кончины сообщает о том, что спящий не тот, за кого его принимали. А я говорил то, что косячки до хорошего не доведут. А вы говорили мне там, это хорошая инвестиция и так далее. Фу ты, блять. Проще говоря, это демон. Коргалом не верит ему и собирает свой отряд искать способы возродить эту хуйню. Короче, план говна. Гослингу оставшиеся адекваты на болоте выражает плюс рэп и отправляет в новый лагерь на помощь магам воды. В новом лагере маги воды искренне удивляются. Нет, неподходящее слово. Искренне в ахуе из последних новостей из болот. Особенно про смерть Юбериона и то, что спящий — это демон. Сатурас, какое смешное имя, главный среди магов воды, рассказывает Гослингу то, что он хочет уничтожить барьер раз и навсегда. Но так что тебе мешает? Давай ебашь. Ну ребят, вы что, забыли, где мы находимся? Это ж готика. Альманах и один юнитор Коргалома нам в этом помогут. Но этого недостаточно. Кто же, блять, удивлен? Существует еще 4 юнитора, разбросаны по всему свету. И по этому куску туалетной бумаги мы должны найти их. Да, ебать его в рот, блять. Ебал я эти ваши средневековые Google Maps. Ой, блять, как я вспоминаю эти 4 юнитора. Особенно, когда я очищал горный форт от гарпий, сжигая, сука, их без пощады. Кстати, Лестер, наш друг с болот, мне ни хрена не помогал. На этом задании я понял, что правильно сделал выбор, став магом огня. Ведь никакие гарпии и тем более фури меня теперь не остановят. А еще потому, что я ебаный казуал. Добыв юнитора, возвращаемся к Сатурасу. Бля, реально смешное имя. И он говорит, что для ритуала нужно гораздо больше магов. Поэтому мы возвращаемся в старый лагерь, где расположились маги огня. Эти маги, скорее всего, не согласятся на разрушение барьера, потому что им здесь банально комфортно. А снаружи их бы считали обычными фокусниками. А еще они не согласятся, потому что ГМС сошел с ума после обвала старой шахты, лишив его всех привилегий и статуса. Ведь он больше не мог поставлять магическую руду королю, взамен которой ему давали аирдроп.
В этой катастрофе он обвиняет новый лагерь и Гослинга, и желая отомстить, он решается напасть на шахту в новом лагере. Против этого решения выступили маги огня, за что были жестоко убиты, а об этом всем нам рассказывает последний из магов огня Мильтон. Теперь шутки про Гомосека можно писать. Мильтон помогает отбиться от безумной стражи, а также нас поддерживает Диего и просит рассказать Лестеру и Горну о родительском собрании. Ставь лайк, если побежал мыть посуду. Нужно предупредить о пиздеце новый лагерь, но, к сожалению, уже поздно. Сатурас, не найдя другого выхода, просто начал пиздеть о создании барьера. А почему нет? И его не смущает, что его отряд перебили, и на утро Гомес пойдет уже на лагерь. Зато мы узнали, что в создании барьера участвовал еще один маг Ксардос. Это некромант, создающий скелетов горничных. Из-за таких фетишей его все боялись и кикнули из состава магов. Чел обиделся и построил халупу на территории орков, и больше о нем ничего не известно. В этом моменте я уже понял, что на шахту всем как-то похуй, и отправился в башню Ксардоса. По пути мне отлично разорвали очко ебаные шакалы орков. Серьезно, орки не настолько опасны, как эти блохастые уроды. Найдя башню Ксардоса, нужно было пройти испытание, убив 3 големов. И даже они, блять, не настолько сильные, как ебаные гоблины. Альфред у некроманта, конечно, ебать красавчик. Он разрешает подняться к его Бэтмену. Ксардос не очень рад гостю, но все равно выслушивает все его проблемы и выкидывает самую гениальную мысль. Все маги ебланы. Они даже не удосужились найти корень проблемы, почему же барьер все же вышел из строя. По его словам, проблема лежит глубоко в землях орков. Там же очень давно 5 шаманов вызвали демона, спящего. Ксардос тонко намекнул на то, что он ни хера не доверяет нам и, конечно же, дал задание. А как вы хотели? Задание простое. Надо найти забаненного орка, чтобы тот помог сделать улу-мулу. Найти орка не составило проблем, как и до пизды оркам, что булили его. Спасенный орк, оказывается, знает русский, хоть он и глухонемой. Кто ты? Чё говоришь? У тебя говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Он благодарит нас и говорит, что нужно для улу-мулу, а также рассказывает, почему же его выгнали из лагеря орков. А выгнали из отряда орков Ошака, это его имя, потому что он отрекся от веры спящего. Кстати, я чуть не забыл сказать, что такое вообще улу-мулу. Это, в общем, традиционное оружие орков. Сделав его, они не будут вас трогать, лишь искренне злиться и говорить, что вы пошли нахер. Пов мое гостеприимство. Возвращаемся к магам воды, где герой отказывается говорить, что сказал Ксардос, потому что не знал, как отреагируют мужики на то, что их куча магической руды это бесполезный кусок говна. И в этот момент ребята наконец-то собираются с духом и решают отбить шахту. Вместе с моей помощью все проходит удачно. В шахте мы встречаем друга Уршака, орка Тарока, что хоть немного, но знает русский. Хилим его, и в благодарность он согласился помочь Сулу-Мулу. Для создания этой гигапалки нам нужно небольшое количество ресурсов, которые так просто достать. Ой, блядь. Примерно так я сидел и смотрел на все эти ингредиенты. На землях орков орки немного в ахере с такого гостя, поэтому они как цыгане смотрят на полицейских, ходящие рядом с их домами. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? А главный из них мягко говорит нам идти отсюда нахер. Под взглядом 1000 вонючек с потным очком мы находим свиток телепортации в храм спящего, где находится 5 шаманов-орков, что нужно убить. В этом лабиринте я ненавидел всех и все. Если быть честным, моя рецензия об этом месте полная залупа. Все эти ебучие пазлы несложные, но вот количество врагов и бессмертных уродов Калголома — это пиздец. Чтобы вы понимали, это на уровне гоблинов, только здесь эти враги еще и возрождаются. Но самый прикол в том, что сами шаманы несложные, сложнее дожить до них. А последний шаман орков, видимо, донатный ублюдок, которого убить обычным оружием не получается. Поэтому мы возвращаемся к некроманту с мечом, который нашли в храме. Ксардос нам сказал, что это древний меч Уризель. Ну и без магии этот меч просто кусок говна. Поэтому нам нужно его зарядить. Для этого нам нужно огромное количество магической силы. А где мы ее можем достать? Правильно, у магов воды как раз таки в подвале завалялась куча магического говна. Ксардос дает нам заклинание, и мы отправляемся к магам воды. Мильтон помогает нам прочитать заклинание. И пожалуйста, меч заряжен. А вместе с мечом заряжены и маги воды на то, чтобы наслать на нас заклинание жидкого стула.
пожизненного. Теперь Гослинг полностью готов к битве со спящим. Снова приходим в этот храм, снова зачищаем его, снова убегаем от бессмертных бомжей и снова встречаем последнего шамана, которого завалить стало ну просто на изи. После смерти шамана Ксардос связывается с героем по дискорду и говорит, что мужик, там полный пиздец. Каугалом призывает спящего. Собираем яйца в кулак и отправляемся пиздить бомжей. Так как я качал ум, а не силу, было легко переиграть этих идиотов, а потом и сразить Каугалома. После чего медленно закрывать портал, из которого вылезала эта огромная херня. Здесь искренне не хватало гномов-шахтеров, но даже без них Гослинг справился. После чего барьер разрушился, а история Готики 1 заканчивается. Вот такой довольно-таки большой сюжет и лор имеет Готика. Конечно, я рассказал далеко не все. Мало посвящено времени дополнительным задачам, просто потому что они составляют 50, а то и 70% контента игры. Хоть они и выполнены очень достойно и разнообразно, и без их выполнения игру можно пройти гораздо быстрее. Но тогда, мне кажется, вы потеряете шарм этой игры вместе с атмосферой игры, ведь в дополнительных задачах второстепенные герои раскрываются по полной или просто создаются смешные ситуации. А еще они отлично знакомят вас с местными красотами. Игре 24 года, но она все равно выглядит, на мой взгляд, достойно. Особенно зашло, что нет повторяющихся моделек оружия и брони. Даже мужики имеют отличительные черты, как говорится, на любой вкус и цвет. А некоторые твари добротно утяжеляют штаны, особенно когда ты не прокачанный и только-только выходишь в открытый мир. Словно маленький птенчик, которого может убить летающий таракан, плохастая залупа, динозавр, не спрашивайте откуда он, здоровые ящеры, скелеты, големы и прочая местная фауна, которых в этом мире просто завались. Но все мы знаем самого главного босса этой игры. Так же много, как и мест, куда можно залезть, полутать, поизучать, найти секреты и все в этом духе. Мир здесь живой, разнообразный и дико опасный. Всегда нужно быть настороже, особенно когда вы видите такие вот пещеры, ведь в любой момент из нее могут выбежать 45 гоблинов и устроить вам пенетрацию. И в такие моменты ты просто молишься, что ты не забыл нажать F5, потому что автоматического сохранения тут без модов нету. Как и современного разрешения экрана, современной графики, удобного управления, исправления множества багов и ошибок и вместе с несовместимой системой. И это малая часть, что может попасться вам в приключения. У меня вообще было такое, что я пошел не по скрипту, и абсолютно вся игра пошла по пизде. А именно у меня не было вкачана магия на 6-й круг, а я достал руну из меча Уризеля, уже заряженную. Получить где-то еще круг магии не предоставлялось возможным, потому что маги воды, мягко говоря, меня ненавидели, и при каждом удобном случае начинали махаться. Я в отместку спиздил у каждого из них что-то из сундуков, а потом ограбил вообще весь лагерь. Ну, это так, чтобы не выебывали. По итогу пришлось через читы доставать заряженный меч Уризеля. Слава богу, он там был. Но самой главной проблемой игры я считаю ее затянутость. Казалось бы, вот ты дошел до храма спящего, все, конец игры. Ты расслабляешься и идешь на уверенных бить бомжей, но вдруг тебе говорят, что ты не можешь убить эту тварь без крутого меча, и тебе приходится идти назад, слушать еще тонну диалогов, выполнять тонну заданий, и только спустя огромное количество времени ты смог завершить задание. А в игре, кроме рун телепортации, нет быстрых перемещений, нет ускорения времени, нет лошадей, и тебе часто приходится двигать ножками. У меня где-то 20 часов хайлайтов просто того, что я бегу куда-то, выполняю что-то и бегу обратно. И так несколько раз. Причем нормальной карты в игре тоже нету, и по куску туалетной бумаги ты должен сам допереть, куда тебе идти, что тебе делать и как тебе быть. Для кого-то это большой плюс, что разработчики не ведут тебя за ручку, упрощая игру. Но в таком случае я бы просто хотел чуть побольше подробностей. Из-за этого частенько обращался на Вики, чтобы понять, что мне вообще делать. И я в душе вообще не чаю, как раньше проходили Готику, ведь даже интернета-то толком не было. А что говорить про моды? Еще одной проблемы в самом начале я отмечу просто пиздец какую боевую систему. Я первые часы так страдал, это был ад. Кажется, что боевая система в Kingdom Come намного легче, чем в Готике. И даже после привыкания ты все равно мог легко получить пиздюлей от рандомного бомжа, просто потому что ты не прокачан. Это я не считаю минусом, потому что гринд ради уровня — это база. И в Готике не так много времени уделяешь на поднятие уровня, достаточно бегать по заданиям. Мне как магу вообще было просто в боях, применяя магию, которая здесь навалом, как и арсенала, но только не против гоблинов. Сука, это главный страх любого воина. Ты хоть тролля одолей, гоблина
действительно останутся в твоей памяти навсегда. Таким образом, Готика 1 это хорошая игра с довольно-таки интересным сюжетом, лором, с кучей интересного контента, условно безграничного и живого мира, но со своими приколами и ошибками, которые легко могут оттолкнуть нового игрока, особенно если он не выкупает за всю атмосферу классик RPG проектов. Но если вас смущает только графика в Готике, то есть уже готовый порт на Unreal Engine, но честно я не знаю особо про нее, даже не играл толком, поэтому если вы из числа таких людей, то просто ждите ремейк Готики. А пока мы ждем ремейк, подписывайтесь на мой канал, ставьте классы и пишите комментарии, все ссылки на меня в описании. Я безмерно благодарен каждому за просмотр и комментарий. Пиво за мой счет вместе с похлебкой из жуков. Здесь был Тиз, давайте, удачи, всем пока.